Привет, друзья! Сегодня у нас новое видео из серии Famous Russians – известные русские. Напоминаю правила. Я рассказываю вам 7 фактов об одном известном русском человеке. А вы угадываете, кто это, и пишите в комментариях фамилию, имя, отчество, а может быть профессию. Итак, сегодня наш герой очень интересный человек. Вот его изображение. Например, вот, или вот, а может быть вот. Давайте угадаем, кто этот человек. Факт номер 1. Он был типичным гением. Кто-то называл его безумный изобретатель, кто-то считал, что он просто чудак. А мы сегодня называем его дедушка мировой космонавтики. Факт номер 2. В детстве наш герой очень серьезно заболел скарлатиной. И из-за этого он почти потерял слух. Он стал почти глухим. И из-за этого, из-за своей глухоты, он мало играл с детьми и много времени проводил дома. Факт номер 3. Он был самоучка. Из-за своей глухоты он не смог нормально учиться в школе. Его выгнали. После этого он учился дома. В 16 лет его отец увидел, что сын талантлив, что он хорошо разбирается в математике, что он много всего мастерит руками. И он решил, что нужно отправить сына в Москву. В Москве наш герой не смог никуда поступить и продолжал учиться самостоятельно. Всю жизнь он что-то изобретал. Он изобрел кинетическую теорию газов, но потом обнаружил, что французские физики сделали это до него. Он изобрел первую в мире центрифугу и даже построил дирижабль. Да, он был чудаком. Он прочел статью в газете, во французской газете, о том, что астрономы нашли на Марсе какие-то геометрические фигуры и решил, что наконец-то обнаружены следы инопланетян. Тогда он опубликовал в газете заметку о том, что нужно подать сигналы инопланетянам, жителям Марса. Он обращался к жителям Калуги, где он уже в то время жил, что необходимо подать сигналы жителям Марса. Для этого на большом поле нужно расположить большие блестящие металлические щиты, и жители Марса их увидят. И самое его большое достижение. В 1903 году он опубликовал свое исследование космических полетов с Земли на другие планеты. Он опубликовал формулу, по которой можно построить ракету и полететь в космос. Эта формула сочетала 4 элемента. Скорость ракеты, скорость истечения топлива, массу ракеты и массу взрывных веществ. После этого он опубликовал продолжение, где смог посчитать, как преодолеть силу земного притяжения и сколько времени понадобится
человеку, чтобы долететь до соседних планет. Итак, он был теоретиком космических полетов. А еще он был философом и писателем. Он опубликовал очерки «На Луне» и повесть «Вне Земли». Как вы думаете, кто наш герой? Кого называют дедушкой мировой космонавтики? Напишите в комментариях, и через неделю мы опубликуем правильный ответ. Пока-пока!